Всем привет! Сегодня работаю на папином доме, проект из квартиры «Свой дом». Сегодня постараюсь показать много чего интересного, все-таки 2 недели меня не было. Работаю сегодня не один, работаю со стажером, зовут его Александр. Так как у нас уже есть один Александр, который прошел стажировку, мы его будем называть Александр номер 2. Александр, поздоровайся. Добрый день всем, привет. Как тебе первый рабочий день? Пока непонятно, только-только начинаем, сейчас будем осваиваться. Да, все впереди. Да. Что у нас сегодня по планам? Смотрите, первым делом нам надо вот в этом месте врезать труба сантехническая, но для чего? Для того, чтобы ввести провод электроэнергии. То есть отсюда у меня будет заходить провод, идти по стенке сюда, и вот на той стороне у меня будет щиток. То есть, но вход мне нужно делать здесь. То есть покажу, как врезаться. В общем-то, у меня такие видео уже есть, но более подробно покажу. Именно поэтому вот этот лист я не прикручивал, я его чисто наживил, то есть его сейчас легко снять. Также, смотрите, у нас сегодня будет утепление. Покажу вот эти очки, потому что, кто меня давно смотрит, видели, я тут купил, такой здоровый, как, не знаю, как противогаз, который все лицо закрывает целиком. Позавчера в нем поработал, психанул, об стенку его долбанул. Все, мне не выдержала душа поэта. В чем проблема? То есть вот там вот эта часть, которая закрывает нос, одевается, она не плотно прилегает. И, следовательно, ты когда дышишь, все равно теплый воздух попадает на стекло и все запотевает. Не видно ничего. Что бы я ни пробовал, там и спиртом стекло протереть чисто, чтобы не запотевало. Значит, и какие-то другие варианты, ничего не помогает. То есть работать невозможно. То есть в нем работать можно только в теплую погоду. Сейчас на улице 0, не прокатывает. Поэтому пошел в магазин, купил плавательные очки, думаю, с ними проблем не будет. Опять же, в конце рабочего дня отзыв скажу. Это у нас труба, которую сейчас будем. Про саморезики. Вот смотрите еще. Кажется, вот что простого, да, или что сложного может быть в саморезах. Смотрим. Совсем недавно обратил внимание, что закручивая некоторые саморезы, некоторые закручиваются как обычно, а некоторые, прям очень хорошо и удобно. И вот стало интересно, в чем у них разница. Сейчас под свет поднесу. Смотрите. Вот тот, который справа, видите, головка без всяких насечек. Тот, который слева, насечечки. Вот эти насечки, они такое ощущение работают как зенковка. То есть ты, получается, когда вкручиваешь, очень легко входит, например, фанера очень легко входит. Это раз. Второе, смотрите, видите, здесь насечка на самом кончике. То есть гораздо легче закручивается. Вот этот саморез, надо приложить усилия, чтобы он начал вкручиваться. Потом идет нормально. Вот этот сразу идет легко. Стоит одну и ту же цену. Брал в одном и том же магазине. Причем самое главное, я их на развес брал. Вот прям стоит, например, 2 коробки. Одна та же цена, все то же самое, только вот одни такие, другие такие. Так что вот крайне советую покупать вот такие. Еще раз смотрим. О чем сегодня я еще хотел поговорить. Оптимизация работы. То есть, вроде, кажется, что здесь сложного? Берем элементарный пример. Значит, когда сейчас мы вот эту штуку здесь сделаем, трубу врежем, дальше нам надо делать или туалет утеплять, или ванную комнату утеплять, или в комнату переходить. Как сделать так, чтобы, получается, лишние вещи, утеплитель, фанеру, еще что-то, лишний раз не передвигать? Представим, что мы начнем с этой комнаты. У нас мешается фанера. Если мы эту фанеру перенесем, к примеру, в тамбур, это не лишняя работа. Почему? Потому что я все равно, когда пилю, эту фанеру несу и вношу на улицу. То есть лишнее будет только ее положить. Поднять, положить, но это не так сложно. То есть, по идее, есть логика, например, отсюда убрать фанеру и начинать утеплять. Но, так как здесь лежит утеплитель, его придется выносить. Неправильно. Дальше смотрим. Ванная комната. Здесь тоже у нас лежит утеплитель, но это утеплитель, который, помните, с первой партии бракованный. Куда я его буду применять? Я его буду применять в межэтажное перекрытие, наверх. То есть мне все равно этот утеплитель надо затаскивать наверх. Угу. Следовательно, что можем сделать? Вот этот утеплитель мы сейчас закидываем наверх, освобождаем ванную комнату. Ее, так же, как, кстати, из туалета, то же самое. То есть утеплитель наверх. Дальше. Нам надо утеплить. Откуда мы берем утеплитель? Правильно, с этой комнаты, так как он нам здесь, по сути, мешается. То есть этот утеплитель плавненько переходит в ванную комнату, в туалет. Следовательно, освобождаю комнату.
И после этого мы уже можем спокойно утеплять комнату. То есть, понимаете, делая, по сути, одну и ту же работу в одном и том же месте, мы не делаем лишних движений. Поэтому вообще, в принципе, когда на стройке работаете, постарайтесь, вот у меня это уже вот как она на автомате. Я, например, просто вот, например, куда-то иду. Если я знаю, что я сейчас пойду к машине и вижу, что что-то, например, в доме мне мешается, я сразу руку схватил, пошел в машину. То есть, как бы, чтобы потом лишних движений не делать. Да, согласен, там не так много вы экономите, но в конце рабочего дня минут 15-20 вы сэкономите, а за неделю там и несколько часов. Поэтому и, в общем-то, сильно запариваться этим не надо, просто надо чуть-чуть себя приучить. То есть постараться всегда оптимизировать свою работу, не делать лишних движений. Значит, смотрите, не получилось нам ее совсем впритык врезать, потому что у меня вот в этом месте там 150 на 50 доска прибита, поэтому пришлось чуть-чуть сдвигать. Ничего страшного, потом как-нибудь красиво это обыграю. Ну и как она теперь приклеивается. То есть после того, как я ее туда вкрутил, если надо, чуть-чуть там доложил утеплителя, то есть все нормально. После этого нарезаю вот такие коротенькие штучки, делаю лепестки из скотча. После того, как сделал лепестки, делаем вот так. Чтобы эти все лепестки держались. И теперь 4 полосочки делаем квадратик. Получается герметично, и она достаточно ее хорошо держит. Но при этом у меня остается, видите, плюс-минус сантиметр ход. Для чего нужен? Я когда фанеру смонтирую, я потом на нижней высоте выставлю, а снизу потом, если что, я могу хомутом поджать и зажать ее уже намертво. И в заключение, вот в это место сюда просто беру вот такую вот, опять же, демпферную ленту и по кругу ее аккуратненько туда вставляю. И все, смотрите, она, видите, вообще даже не дрыгается никуда. Все. Вот давайте прямо сейчас покажу наглядно, как вкручиваются вот это обычные саморезы, которые я показывал, без насечек, без всяких. И 3 самореза с насечками. Специально буду смотреть одной рукой, чтобы сильно не давить. Вот это сейчас, которые обычные, которые тяжело сначала входят и как бы не делают зенковку. И смотрим теперь, которые вот эти получше. Я думаю, разница наглядно очень хорошо видна. Пока я занимался с трубой, Александр весь утеплитель, который говорил, пойдет наверх, перенес его наверх. Сейчас мы здесь уберем обрешеточку и будем утеплять. Время обеда. Смотрим результат. Про утепление у меня очень много видео. Ну, мало ли, если кто-то не смотрел, какие-то интересные там в правом верхнем углу там один за одним всплывут. Утепление главное, как я говорил, делайте так, чтобы внизу, вот в этих местах, не было щели. Сделайте здесь щели, даже если у вас все остальное утеплено хорошо, будут по плинтусам дуть. Поэтому этому узлу всегда уделяйте максимальное внимание. Также, кто у меня на группу ВКонтакте подписан, видели, что мне пришла та самая пила, циркулярка, переносная со столом. Так что скоро мы увидим монтаж чистовой лестницы. Давайте покажу, как утепляется узел, когда стыкуется внутренняя стенка к наружней через просто проставки, а не П-образная конструкция. Не стесняйтесь нарезать кусочки чуть поменьше. Ничего страшного, что лишний будет разрез, я все равно его очень плотно поставлю, и никакого продувания не будет. Если же вы будете пытаться большие засунуть, вы просто весь утеплитель, ну, получается, покоцаете, ничего хорошего от этого не будет.
Видите, я достаточно плотно его прижимаю. И вы посмотрите, никаких щелей, ничего нет. Все ровненько. То же самое, если, к примеру, не получается целиком сюда засунуть маленький мат, не стесняемся, разрезаем. Смотрим. И вдогоночку. Все время, когда всовываете, не надо всовывать вот так. Потому что если будете всовывать так, вот здесь будет утеплитель ломаться. Любые движения при всовывании утеплителя только на отжатии. То есть если я туда всую, то я вниз нажимаю и туда. То же самое здесь, если не просто, чуть-чуть в сторону, туда. То же самое здесь. Оп. И вот если вы себя приучите так работать, монтаж утеплителя у вас сразу пойдет лучше. Вот примерно таким образом все и утепляется. Еще раз повторюсь. Можно сделать обалденный каркас, но плохо утеплить, неправильно проклеить, и дому капец. А можно, наоборот, кривой косой каркас, хорошо утеплить, хорошо проклеить пароизоляцию, и там все будет хорошо. Но если у вас совпало и первое, и второе хорошо сделано, ну, вам повезло. Давайте еще раз покажу, как сделать так, чтобы ваша рулетка максимально ходила долго. Во-первых, старайтесь пользоваться той, которая, вот видите, задвигается только по нажатию. Это раз. И второе, то есть, когда вы задвигаете ее, вот так подставляете тихонечко палец. И вот смотрите, палец уперлись, убираем. Еще раз. Потому что если вы будете постоянно так делать, то ну, месяц и все. Вот это место, оно просто разбивается, и рулетку выкидываете. Научитесь делать вот так. Если у вас попались где-нибудь вот такие узлы, как у меня, вот смотрите, ну, вот рука еле-еле пролазит. Понятное дело, сюда утеплители по-человечески не затолкать. Просто если запенить хорошенько, чтобы в разные стороны вылазило, тоже не будет очень хорошо. Как лучше сделать? Пенить в два этапа. Я сейчас первым пропеню ровненько вот там посерединке, таким небольшим слоем, ну, чтобы он примерно сантиметров 7, наверное, там создал такую полоску. А в следующий раз, когда это застынет, я приеду и допеню с этой стороны и с той стороны. Будет более плотно и не будет там каких-то пустых мест. Так, давайте скажу свое мнение по поводу очков. Очки хорошие. Работать в них удобно, хорошо, но одно маленькое но. Когда работаете в этих очках, утепляете, пить нельзя в принципе. Потому что как только я выпил кружечку горячего чая, лоб начал потеть и начало вот здесь вот, ну как бы запотевать. До того момента, как не пил чай, ничего не запотевает, работать можно. Поэтому, если уж утепляете, постарайтесь в этот день пить поменьше. И тогда вот в таких очках, в такую погоду, как сейчас, то есть на улице около нуля, работать можно. Пока что на данный момент это самый лучший вариант из того, что я перепробовал. Поверьте, я перепробовал очень много чего. Вот еще на что внимание обратить. Смотрите, мы сегодня работаем, и у нас накопилось определенное количество обрезков, которые ни туда, ни сюда. Я вижу, что они накопились. Сейчас Александр, смотрите, напиливает кубики. Ну, они 16 сантиметров нужны мне. И всегда в доме найдутся места, где можно их впихнуть. Вот, например, это у нас место, оно нужно как только шумоизоляция. Я их беру под большим давлением, хорошенько так вставляю. И вот видите, тут даже и незаметно, что есть стык. Хотя все это из обрезочков, по цвету только можно понять. Следовательно, сколько можем, видите, обрезки эти напихиваем. Но это именно там, где нужна только шумоизоляция. Если вижу, что уже все, обрезков нет, из цельного листа, ну, я имею в виду утеплителя, вот эти, ну, как бы вот эти места я не напиливаю. То есть ничего страшного, останется на следующий раз, еще обрезочки будут, эти обрезочки пойдут сюда. Поэтому везде в доме вот такие места заранее, ну, как бы про них помните, и туда обрезки вставляете. Сегодняшний рабочий день подошел к концу, поработали очень даже добротненько. Туалет по основным стенам все готово. Ванная комната также готова, то есть осталась только одна стеночка между ними. Ну и куча всего мелочевки всякой разной. То есть здесь, вверху, там. Ну, так сказать, чтобы мелкие остатки утеплителя распихать. В следующий рабочий день мы будем проклеивать пароизоляцию, монтировать обрешетку. Здесь будет монтироваться обрешетка по-другому, чем под фанерой, потому что сверху у меня будет аквапанеля, и обрешетки будет побольше, чем здесь. Также
после проклейки пароизоляции сможем уже, где надо, проклеить пароизоляцию, где надо ветровлагозащиту, доутеплить оставшиеся стенки. И переходим после этого на эту комнату. То есть, по моим прикидкам, еще 2 рабочих дня, и можно будет переходить на утепление 2-го этажа. Так, Александра, ну скажи свое мнение. Как считаешь, твой рабочий день сегодня как прошел? Плодотворно, хорошо. Есть чему поучиться. Какую бы себе оценку поставил? Все будет хорошо. Не люблю себе оценки ставить. Ну, примерно. Удовлетворительно. Хорошо. Все, всем спасибо, кто смотрел. Как обычно, понравилось лайк, не понравилось дизлайк. Заходим в группу ВКонтакте. Всем счастливо, удачи, пока. Немного осеннего видео.